цинках кружила там смертельный хоровод. Из плоти жизнь стекла кровавой лужи, у всех вступивших в полосу невзгод. Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью, вне зависимости от того, что она у меня была очень трудная и непростая. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево и тем более назад. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. Я думаю, что сегодня у многих из нас, кто постарше, есть знакомые или знакомые знакомых, которые в лихие 90-е жили не вполне законной деятельностью. Впрочем, может и не у многих, потому как косили тех ребят просто пачками. Но опять-таки, если говорить о разменных монетах, они действительно гибли в очень больших количествах, а вот те, кто управлял бригадами, до них добраться было сложнее. Не поверите, но кто-то из лидеров, возглавлявших различные группировки, и обычные быки тех времен сегодня работают вполне обычными работягами. Кто-то психологом, кто-то занимается театральной деятельностью, открыв в себе творческое начало. Кто-то работает на заводе наряду с обычными работягами, а кто-то перебивается колымами. Есть и те, кто заработал большой куш и до сих пор живет припеваючи, особо ничем не занимаясь. Путешествуют, развлекаются. Но как бы то ни было, никто из них сегодня уже звезд с неба не хватает. Я думаю, многим сложно будет представить, каково это зарабатывать, к примеру, 5-7 тысяч долларов в день, и так месяцами, а то и годами, а потом вдруг спуститься до нас, простых смертных, и встать в ряды со всеми, начать жизнь, как все. Ведь многие спустились с небес на землю, стали хорошими, по крайней мере, давно уже внимания к себе не привлекают, живут тихо и не дергаются. Весьма интересная тема, что же стало с теми, кто выжил 90-е, как говорится в одной известной черной кинокомедии. Давайте попробуем выяснить. Углубившись в эту тему, я узнал много для себя интересного и нового. Надеюсь, для вас эта информация будет так же интересна, как и мне. В данном видео я расскажу о некоторых главарях, довольно известных в 90-х, банд, и не только о главарях, и что с ними стало теперь. Само собой, список из известных личностей можно растянуть на многие часы видео, поэтому всех, о ком скажу в этом видео, были мной выбраны из личных предпочтений, а вы напишите в комментариях тех, кого бы вы добавили в этот список. На самом деле, судьба каждого из учащихся тогда братков сложилась по-разному. Большинство из бандитов 90-х, как известно, отправилась в края вечной охоты, причем еще в сами 90-е. Вот выдержка из рассказа одного из участников банд 90-х. Деньги текли рекой. Мы думали, что так теперь будет всегда. Все схвачено, все распределено, все согласовано. Деньги никто не считал. Разбрасывались пачками, какие суммы отлетали на девочек, рестораны и сауны, никто не знает. Смысл было заморачиваться, когда ты знаешь, что завтра тебе снова притащат бабки в мешках. Разумеется, наперед особо не думали, а может просто не рассчитывали дожить до завтрашнего дня, поэтому жили сегодняшним. Само собой, участники группировок ведь тоже не все рассказывают, и это правильно, ведь дел темных было провернуто уйма. В продолжении, как говорит один из участников, знали бы, что все очень скоро поменяется, напокупали бы недвижимости, ликвидный товар, но кто об этом сильно думал? Среди моих знакомых таких нет. Но вот что интересно, эти самые братки из 90-х сегодня очень приятные в общении люди. Неизвестно, насколько далеко они переступали через закон. Подробности не раскроют. Они очень хорошо следят за словами. У них есть понятия, которые вызывают уважение. Нет, речь не идет о каких-то бандитских и зоновских аспектах. Просто, если человек, который сам варился в той каше лихих 90-х, дал слово, то он сделает все возможное и невозможное, чтобы это слово сдержать. Также он требователен и к тому, кто ему это слово дал.
Правда, насчет некоторых из многих убиенных тогда в кавычках «Саш Белых» все никак не утихают споры. На самом ли деле они тогда улетели к праотцам? Или же, подобно главгаду бригады, инсценировали собственную смерть? И сейчас живут под измененными именами где-то за границей. Особенно яркая дискуссия тут ведется по поводу судьбы первого лидера Ореховской ОПГ Сергея Сильвестра Тимофеева. По официальной версии, взорванного в Москве осенью 94-го, по неофициальной, просто устроившего шоу. Настолько далеко дискуссия зашла, что даже собственная дочь авторитета Карина просит провести эксгумацию его могилы. Ну а сейчас немного подробнее об этом деле. 13 сентября 1994 года, Москва, около 19:00. Из Чара-банка, расположенного в доме номер 46 по 3-й Тверской Ямской улице, выходит солидный бизнесмен в деловом костюме, которого сопровождает его водитель-телохранитель. Коммерсант решает сам сесть за руль одного из первых в столице автомобилей Mercedes-Benz S600, а его шофер садится рядом. В 19:05 бизнесмен заводит машину, гремит мощный взрыв. Взрывное устройство на основе ручной кумулятивной гранаты РКГ-7 срабатывает прямо под водительским сиденьем. При довольно большой мощности это боеприпас узконаправленного действия. Взрыв уносит жизнь бизнесмена, почти не задев его водителя. Лишь 2 суток спустя, 15 сентября, Тверская межрайонная прокуратура Москвы официально сообщила, что с вероятностью 70% взорванный предприниматель и известный в криминальных кругах преступный авторитет Сергей Тимофеев, больше известный как Сережа Новгородский или Сильвестр. В 1994 году по всей России и особенно в Москве гремели криминальные войны. Бандитские разборки на улицах столицы не были редкостью. Однако взрыв на 3-й Тверской Ямской улице все равно вызвал большой переполох. Дело в том, что именно по ней каждый день с работы возвращался тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин. В правоохранительных органах испугались, что могло произойти покушение на Черномырдина, однако быстро разобрались. Как часто случается в те годы, все свидетели взрыва сразу же разбежались, и приехавшим милиционерам оставалось общаться лишь с теми, кто никак не мог уйти – охранники и дворники, которые не заметили ничего важного. Личность взорванного коммерсанта вскоре установили по документам. Им оказался 39-летний Сергей Жлобинский, один из акционеров Чара-банка. Именно эта фамилия попала в сводки МВД и затеряла среди многих других преступлений. Даже искушенные корреспонденты не сразу сообразили, кого взорвали рядом с Белорусским вокзалом. Только 2 дня спустя из сообщения Тверской межрайонной прокуратуры Москвы стало понятно, что взорвали самого Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр, лидера преступного мира столицы. Дело в том, что еще 14 сентября в редакцию «Комсомольской правды» позвонил неизвестный и сообщил, что под фамилией Жлобинский скрывается Тимофеев, а преступление организовали приближенные другого криминального авторитета Владислава Ванера по кличке Бабон. Его по приказу Сильвестра расстреляли весной 1994 года в столичном тире. Информация о подрыве Тимофеева стала быстро распространяться, и власти, которая в то время ценила влияние СМИ, пришлось реагировать. О подрыве Сильвестра Москва узнала не сразу, лишь потому, что незадолго до покушения он женился на своей молодой помощнице Ольге Жлобинской и взял ее фамилию. Личность взорванного бизнесмена устанавливали больше 1,5 лет, но в 1996 году сомнений у следователей и оперативников не осталось. Взрыв унес жизнь именно Сильвестра, в первую очередь потому, что все его деньги после покушения ушли преемникам Тимофеева в Орехово-Медведковской ОПС. Как бы то ни было, дело о взрыве машины с Сильвестром не раскрыли до сих пор. Не подтвердилась и конспирологическая версия о том, что Тимофеев инсценировал свой финал, а сам скрылся. Ее проверяли и опровергли неоднократно, и все как один экспертные методы говорили о том, что на 3-й Тверской Ямской улице взорвали именно Сильвестра. В 2022 году Карина Харламова, дочь Сергея Тимофеева, постоянно проживающая в Испании, обратилась в столичные правоохранительные органы с просьбой проверить того, кто похоронен на кладбище под именем ее отца. Источник в правоохранительных органах сообщил, что экспертизу пока так и не провели из-за юридических тонкостей. Дело в том, что формально дело о подрыве Сильвестра приостановили из-за отсутствия подозреваемых, да и сроки давности по этому преступлению вышли еще в 2009 году. Впрочем, по некоторым данным, дело могли и вовсе утерять в момент перевода следствия из прокуратуры в Следственный комитет России. Кроме того, у следователей нет причин считать, что взрыв унес жизнь другого человека. Эта версия проверялась не раз, поэтому дочери Сильвестра порекомендовали обратиться в суд,
что она пока не сделала. Кто-то, кто не прилег на Хованском в свое время, сидит на крупных сроках или даже на пожизненном. Среди таких, например, ночной губернатор Санкт-Петербурга, печально знаменитый лидер Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин-Барсуков, он же Кум, осужденный за заказные убийства, в том числе депутата Галины Старовойтовой, рейдерские захваты и прочие шалости эпохи первоначального накопления капитала. В полярной сове на Ямале сидит пожизненно Сергей Буторин, он же Ося, вечно улыбающийся преемник одиозного Сильвестра на посту лидера Ореховской преступной группировки. По одной из версий, сам же способствовавший осенью 94-го отправке своего предшественника на тот свет. Сергей Буторин возглавил Орехово-Митковское ОПС в далеком 94 году, после гибели прежнего лидера группировки Сергея Тимофеева, он же Сильвестр. Под руководством Буторина Ореховские стали одной из самых грозных банд столицы и прославились своей жестокостью. Ликвидаторы Оси отправили на тот свет знаменитого киллера Александра Солонина, он же Саша Македонский, основателя Медведковского ОПГ Григория Гусетинского, он же Гриша Северный, директора известного столичного стрип-клуба «Долс» Иосифа Глоцера и многих других противников, всего около 40 человек. В 1996 году, пытаясь скрыться от правосудия, Буторин инсценировал свой уход из жизни и сбежал из страны. Но в 2001 году его задержали в пригороде Барселоны, а 2 года спустя экстрадировали в Россию. В 2011 году Ося получил пожизненный срок и был этапирован в колонию «Полярная сова». Пожизненно осужденный лидер Орехово-Медведковского организованного преступного сообщества стал готовиться к возможному освобождению и отправке на специальную военную операцию. Заключенный уверен, что у него есть все шансы оказаться в зоне боевых действий, а поэтому активно занимается йогой, медитирует и увеличил спортивные нагрузки. И Буторин далеко не единственный среди известных российских преступников, кто намерен сократить свой длительный срок и выйти на свободу под самыми разными предлогами. Несмотря на всю тяжесть обвинений, осужденный лидер Орехово-Медведковского ОПС не только не признал свою вину, но и не потерял надежду выйти на свободу. После начала СВО в 2022 году именно Буторин, одним из первых среди заключенных, попросил отправить его в зону боевых действий. В тот момент и ему отказали. Такой практики просто не было. Но в марте 24-го в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе РФ законодатели внесли ряд изменений, которые дали Осе новый шанс. Пользуясь изменениями в законодательстве, Буторин повторно подал прошение об отправке на СВО и на этот раз надеется на положительный для себя исход. Но на сегодня он продолжает находиться в местах не столь отдаленных, что говорит о том, что прошение об отправке на СВО было отклонено. Заменить стены колонии на зону боевых действий пытался и Владимир Алексеев, он же Вова Беспредел, участник банды Цапков, снискавший мрачную славу одной из самых жестоких группировок в современной истории России. Цапки почти 20 лет держали в страхе станицу Кущевская, Краснодарский край. Они избивали неугодных и отправляли их на тот свет, занимались рэкетом и насиловали приглянувшихся им девушек. Алексеев выполнял роль телохранителя лидера группировки Сергея Цапка и лишил жизни 18 человек. А 4 ноября 2010 года бандит участвовал в нападении на дом фермера Сервера Аметова. Там лишили жизни 12 человек, в том числе 4 детей. Эта кровавая бойня потрясла Россию и стала началом конца для банды Цапков. В 2013 году Вову Беспредела приговорили к пожизненному сроку и этапировали в колонии Торбеевский Централ. Алексеев пытался смягчить свой приговор и неоднократно подавал апелляции. Последний раз он подал апелляцию в 2018 году, пытаясь смягчить себе наказание, но ее отклонили. В начале 23 года Владимир Алексеев попросил отправить его на СВО. Он хотел вступить в ряды ЧВК «Вагнер», но получил отказ. Впрочем, учитывая последние изменения в законодательстве, не исключено, что Вова Беспредел снова попытается попасть в зону боевых действий. С начала 20-х мотает строгача за организацию преступного сообщества и Толя Бык, он же Челентано, он же просто Анатолий Быков, один из наиболее известных красноярских братков 90-х, некогда противостоявший самому Александру Лебедю. Кассационный суд признал законным 20-летний приговор, назначенный красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, которого правоохранительные органы считают криминальным авторитетом.
Рассмотрев жалобы осужденного и его адвокатов с доводами о невиновности, нарушении прав, необъективности и предвзятости следствия, судебная инстанция не нашла оснований для изменения либо отмены приговора. 20 лет заключения Быкову назначили по совокупности 3 уголовных дел за организацию и подстрекательство к расправе над авторитетом Владимиром Филипповым в 1998 году и бизнесменом Андреем Николовым в начале 2000-х, ликвидацию в 1994 году двоих своих членов своей группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Быков отрицает свою вину в этих преступлениях. А кто-то из бывших бандюганов той поры стал ныне весьма уважаемым бизнесменом и прошлое свое крайне вспоминать не любит, от слова совсем. Но мы-то их помним, как, например, знаменитый Лучок Сергей Лалакин, один из лидеров печально знаменитой Подольской ОПГ, также жив и на свободе, числится среди теневых руководителей сразу нескольких российских компаний и даже является уважаемым президентом Подольского футбольного клуба «Витязь». В былые времена лидер Подольской ОПГ Лалакин Сергей Николаевич, он же Лучок, держал под своим контролем значительную часть Подмосковья, Серпуховский, Подольский, Чеховский район и так далее. Его владения начали распространяться на Тульскую область. Также по линии ФСБ, других силовиков прокуратуры у Лучка было все схвачено. Более того, он наладил тесные отношения с властями, получал госнаграды, в том числе Орден Дружбы и медаль за заслуги перед Отечеством. Сам Лучок был на верхушке всех возможных иерархий, то есть король. Более того, он стал позиционировать себя как человек, близкий к власти, а не мафиози. Он обычно все встречи проводил в подмосковной резиденции. Там вел прием даже своего близкого друга вора в законе Аксенова Сергея Валерьевича. Сходок Лалакин не посещал, но потом у всех территорий подконтрольных Лучку появляется новый хозяин. Их постепенно прибрал к рукам Кремлев Умар Назарович, и сделать Лучок и его высокопоставленные друзья ничего не могли. Ведь Кремлев – ставленник главы службы безопасности президента Алексея Рубежного. В результате Лалакин почти ежедневно терял денежные объекты, источника доходов и, главное, влияние. Когда у тебя все отбирают, а ты ничего не можешь сделать, полностью разрушает репутацию великого и могучего. В результате Лучок вернулся к истокам и стал с 2023 года посещать мафиозные мероприятия. Сначала это были топ-мероприятия, и на них непременно Лучок жаловался на Кремлева. Однако с тех пор положение Лучка еще ухудшилось. В результате теперь он готов посещать такие важные в кавычках мероприятия, как празднование дня рождения дочери законника Бадрику Гуашвили, он же Бадрик Утаиский. Также Лалакин готов активно выезжать на встречу с другими мафиози в удобное место. О обязательном посещении его резиденции вопрос даже не стоит. Все бывшие криминальные товарищи и даже близкие друзья не хотят видеть заплывшего и дурно пахнущего, уже давно никому не интересного Лалакина Сергея Николаевича. А он так и продолжает, несмотря на все унижения от бывших товарищей, умолять их о помощи, чтобы вернуть себе былой авторитет. Лидер российского криминала, вор в законе Захарий Калашов, более известный по кличке Шакро Молодой, вышел из колонии в 2024 году, где отбывал срок за вымогательство и взятки. Он отбывал наказание в колонии номер 2 УФСИН по Краснодарскому краю в поселке Двубратский. Шакро Молодому в марте 2024 года исполнился 71 год. Калашова задержали в июле 2016 года по делу о вымогательстве у владелицы ресторана «Элементс» Жанны Ким, которая сопровождалась перестрелкой возле заведения на улице Рочдельской в Москве с 2 жертвами в декабре 2015 года. В стрельбе участвовали 10 человек, 2 из которых погибли. В марте 2018 года Калашова и 13 его подельников признали виновными в 2 эпизодах вымогательства с применением насилия в составе организованной группы с целью завладения имуществом в особенно крупном размере. Захарий Калашов получил в 2018 году 9 лет и 10 месяцев строгого режима. Суд назвал Шакро Молодого в приговоре лидером криминального мира России, но учел, что все подсудимые, в том числе Калашов, положительно характеризуются. Один из участников перестрелки, бывший майор ВДВ, подручный Шакро Батыр Бакмурадов, которому дали 15 лет колонии строгого режима, отправился в зону проведения военной операции в Украине.
Еще один главарь Солнцевской, Сергей Михайлов, он же просто Михась, ныне гражданин России, Израиля и Коста-Рики, уважаемый бизнесмен, президент акционерного общества «Центральный дом туриста» и даже заслуженный полярник России, очень помогал в финансировании дорогостоящих северных экспедиций, но есть и те, так и не исправившиеся уркаганы, кто продолжил криминальный путь и отнюдь не легализовался. Юность все никак не отпускает. А пуля до статья в свое время не нашли. Или еще не нашли. Так, знаменитый Леня Хитрый, в миру Алексей Суворов, экс-лидер Мазуткинской и Таганской ОПГ, стал одним из авторитетнейших российских воров в законе и по сути преемником самого Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Правда, в самой России законник появляется не так часто, кочует где-то по Европе, между Нидерландами и Бельгией.